Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. У нас сегодня такая необычная квартира, потому что, с приходом нашей фермы мне подумалось о том, что, можно как-то это все запихнуть в квартиру, тем более, что у нас есть квартира, где есть открытый балкон, где курочки могут гулять на свежем воздухе. В общем, так приближена к природе, так сказать. И сразу хочу оговориться, что в реальной жизни это, мягко говоря, невозможно сделать. Скорее всего, это против каких-нибудь там правил, что, нельзя такое делать. В общем, это я сразу вот озвучиваю, что это только в Симсах можно такое делать. Но мне показалось, что это, оригинально, наверное. Вот, поэтому я разместила курочек на балконе в своей любимой квартире. Я ее, честно, очень люблю. Я не знаю почему, но почему-то именно эта квартира запала мне в душу. И я частенько здесь строю. Вот, поэтому у меня 8 курочек, точнее, 1 петух, 6 курочек и 1 цыпленок. Потому что в курятнике может быть только 8 курочек находиться одновременно. Так вот, сама по себе квартира предназначена для семьи полноценной, большой. Там есть детская с 2 кроватками, есть взрослая спальня, вот, и есть гостиная, которая совмещена с кухней, со столовой, есть ванная. Кстати, ванная в этот раз мне очень сильно понравилась. Я начала потихоньку чаще использовать какие-то из старых, из старых уже, которые пришли к нам. Что там было? Идеальный ремонт. В общем, ванная, которая раньше почему-то не использовала. Тут я решила, что пора. И она какая-то очень классная, она очень стильная. И что-то я так подумала, почему я этого не делала раньше? В общем, продолжаю осваивать новые наборы, но кто меня не знает, я такой тугодум в этом деле. Я очень долго ко всему привыкаю, к новым предметам, к новым каким-то дополнениям и всему прочему. В общем, мне нужно время. Вот, видите, разглядела ванную, которая пришла к нам с прошлого набора. Вот, лучше поздно, чем никогда, я считаю. Так вот, я еще сделала такую небольшую имитацию ни парника, ни теплицы, в общем, какой-то такой штуки, где тоже растут растения, то есть курицы, можно еще и растения добавить, в принципе, что нам мешает это сделать, вот. В общем, я так, не знаю, превратила всю квартиру в что-то непонятное. Вот. А еще в комнаты выходят именно на эту теплицу в основном, потому что окон не так много, и в основном большое окно захватила именно теплица. И в основной комнате осталось всего одно маленькое окошечко. В чем проблема этих квартир, что нельзя добавлять окна. Это логично. Я уже говорила о том, что странно было бы, если бы мы, заезжая в квартиру, думали о том, что давайте-ка добавим здесь окна. Неважно, что они здесь не заложены, но я хочу окно. На самом деле в жилом доме обычно это невозможно сделать, потому что, скорее всего, конструкция разработана специально под определенное количество окон. Потому что, как вы понимаете, стены, они держат весь вес здания, стены и всякие перегородки. Вот, и лишнее окно может стать решающим моментом в том, чтобы, например, пошла трещина. Поэтому есть такие моменты, я знаю, кто прорубает окна в незаконных местах, но это незаконно. Так что какие есть окна, такими и пользуемся. Поэтому я расположила здесь камин, чтобы сделать так более уютненько. Вот, в конце я поняла, что я забыла им телевизор поставить, но там, в принципе, есть место, куда можно его запихнуть, потому что я сделала такую стенку, классическую стенку, где куча всего, книжные шкафы, всякое такое. И там можно убрать один шкафчик и поместить туда, собственно говоря, телевизор. Так что я, конечно, обделила, но я думаю, что ничего критичного не произошло. Его всегда можно добавить. А вот камины в домах я, конечно, очень сильно люблю, потому что они добавляют какого-то такого шарма, уюта и тепла. Да и симы любят, когда зажжен камин, у них всегда есть позитивный какой-то мудлет, по-моему, счастье или что-то такое.
им добавляется, потому что типа тепло, уютно, что живой огонь или что такое, я уже не помню. Но, короче, Симам тоже нравится, и мне тоже нравится, поэтому я частенько это делаю. Вот. А еще я немножко печалюсь от того, что когда я прохожу ферму, то я, получается, на несколько серий вперед ушла, а вы мне такие классные советы даете, которые помогли мне как бы облегчить жизнь уже сейчас, а я серию уже записала, как бы, и мои персонажи продолжают мучиться с теми же проблемами, а вы мне уже посоветовали решение, которое можно было бы вот применить. И я, конечно, немножко расстроена, разочарована этим моментом, поэтому перестала наперед что-то сильно снимать. Короче, надо вот выпускать серию, смотреть, что вы мне там напишите, и тогда только садиться следующую серию снимать, потому что реально очень много вещей, которых я не знала, вообще не подозревала. Что-то как-то я вообще с этим новым дополнением, я вроде как бы его узнала, ну как бы там посмотрела, что к чему, но каких-то таких подробностей по поводу готовки, например. У меня в первых сериях была очень большая проблема, что я ничего не могла приготовить, особенно там на несколько персонажей. Мне сказали, что, подсказали, что нужно просто больше продуктов. Причем не в геометрической прогрессии, то есть не в 2-3 раза больше, а чуть-чуть больше, но у меня пока не получается этого делать. Вот. Потом с садом у меня проблемы, потому что он все время зарастает. Вы мне рассказали, что, оказывается, нужно вообще-то дружить с этими всякими кроликами, птичками, они очень помогут. Но мой бедный персонаж, который Бенедикт, мне кажется, ему не хватает времени, чтобы дружить еще и с этими. Он пока пытается выжить, потому что я вот в следующей серии соберу наконец-то первый урожай. И я такая, все, я теперь прибавлю, у меня теперь все хорошо, все замечательно, теперь жизнь-то наладится. Но эта сумма очень быстро разошлась, потому что еще счета туда-сюда, не буду вам сильно рассказывать, но очень быстро все это потратилось, потому что много необходимых вещей, и как бы зима близко. Это старый мэпчик, но он до сих пор актуален, потому что зима реально близко, и нам нужно еще что-то на зиму, потому что растения-то не будут расти. В общем, у меня в голове какое-то такое происходит, как выжить моим персонажам, я не понимаю, у меня такой первый раз, чтобы настолько все плохо и долго было. То есть, да, у меня там, когда я играла за мамочку в 100 детей, я, правда, вне камеры это делала самостоятельно еще. Суть в том, что как-то быстро так наладилось, да, были сначала проблемы, нарисовала пару картинок, и все, все, жизнь наладилась. На самом деле, у меня где-то есть эта старая сохранка, там уже такой домино у меня отстроенный. А нет, они у меня в квартире. Квартира очень большая, очень крутая. Там у всех подростков и у всех школьников двухспальные кровати индивидуальные. Вы понимаете размер этой квартиры. Вот. Они, правда, все в одной спальне спят, но у каждого двухспальная кровать, чтобы монстры не беспокоили, которые просто замучили. В общем, все хорошо и замечательно, и как-то достаточно быстро это все наладилось. А здесь, на этой ферме, я что-то как-то вообще... Я немножко устаю от этого, реально. То есть я настолько переживаю каждый раз, что я после того, как снимаю серию, мне потом нужно отдохнуть, потому что как-то я так напрягаюсь по этому поводу, волнуюсь, как их прокормить, не прокормить. Вот, бью себя по рукам, чтобы не использовать никакие коды, потому что я понимаю, что это будет нечестно, а хочется, потому что я вижу, как мои симы страдают, я хочу им помочь, а они не могут ни поесть, ни поспать нормально, ни душ принять. В общем, какой-то кошмар и ужас. Вот. Но, повторюсь, мне более обидно, что вы мне классные вещи советуете, я не могу взять и применить их. Так что я решила приостановиться. Я как раз записывала следующую после третьей. Да. Третья еще не вышла, я четвертую как раз села записывать, но остановилась. Решила, что я подожду. Вы мне что-нибудь еще интересного расскажете, подскажете, и я применю. Потому что я уже начала кое-что применять, и это реально улучшило жизнь моих симов. Вот, так что я безумно благодарна обратной связи, я не ожидала такой поддержки, мне очень приятно. Я читаю все, стараюсь всем отвечать, вот.
Так что мне безумно все это нравится, оказывается. Не только я люблю челленджи, но люди тоже любят их смотреть и подсказывать. Класс. В общем, для меня это какой-то новый уникальный опыт, и он мне безумно нравится. По поводу квартиры, в принципе, я больше ничего не могу сказать, поэтому я тут трендю, сижу про свой челлендж. Ну, потому что, знаете, когда вот этим всем занимаешься, когда занимает что-то твое внимание, ты не можешь ни о чем больше говорить, если честно, кроме как об этом, обо всем. Вот, потому что квартира, в принципе, самая обыкновенная. Да, я много использовала из нового набора. Я как-то стараюсь его комбинировать с тем, что уже есть, потому что, конечно, когда выходит новый набор, у тебя постоянно руки чешутся только его использовать. Вот только его, у тебя так это все захватывает, новые предметы и все такое. Но все-таки нужно учиться комбинировать это все дело, то есть понять, что на самом деле у тебя-то выбор очень большой, всяких предметов очень много, и не нужно зацикливаться. Вот. Но, конечно, кстати, из нового набора мой фаворит из предметов — это компьютер. Это полочка с книжками, с этими зайчиками, просто потрясающие. Это вот мои фавориты. А, еще колесо, которое в отладках. Вот, я тут недавно строила мельницу, она вся такая движущаяся, классная. Я прям там оторвалась по полной программе, мне нравится вся эта. Ну, я это обозвала стимпанк стиль, но на самом деле это хронопанк. Я там объясняла, почему это так происходит. Такая путаница. Ну, в общем, мне нравится вся эта тематика, и мне понравилось это колесо. Оно прям... Ну, короче, оно мне нравится. Вот. Так что я уже практически достраиваю. Так что приятного просмотра. Заглядывайте на канал. Вот у нас есть куча челленджей, куча всяких построечек. Вот. Я думаю, что что-нибудь интересненькое вы обязательно для себя найдете. Вот. Так что приятного просмотра и до следующих видео.